За 10 минут нарисую кисть руки в двух ракурсах. По ходу будут мои комментарии и разъяснения. Итак, начинаю рисунок с чистого листа. Первый рисунок – кисть со стороны ладони. Рисую разметку. Вертикальную линию делю на два равных отрезка. Верхняя часть разметки – это длина большого пальца. Нижняя часть разметки – это пястно-запястная часть ладони. Рисую геометрическую фигуру под условным названием лодочка. Средний палец упирается в нос лодки. Там, где у лодки корма, будет запястный сустав. У нашей лодочки левый борт должен быть шире, чем правый борт. Пририсовываю к лодочке такой треугольник. Разметку делаю карандашом, потом буду раскрашивать линером. Линер – это тонкий фломастер. Ошибки, допущенные в рисунке линером, исправить уже нельзя, разве что замазать в фотошопе. Чтобы рисунок линером был точнее, можно рисовать не только разметку, но и предварительно нарисовать карандашом сложные места. Разметка готова. Теперь беру линер и рисую контур. Стараюсь показать в контурном рисунке характерные изгибы и связь разных форм. В данном рисунке интересные пересечения линий получаются на перепонках между пальцами. Там, где маленькие подушечки пальцев соединяются с большой подушечкой запястья. Запястье – это на нашем рисунке нижняя часть ладони, так я ее называю. Я не знаю, есть ли в современном русском языке слово «пястье», но по идее это та часть ладони, где находятся пястные кости. На нашем рисунке это нижняя часть ладони. Сейчас я рисую руку с условно прямыми пальцами. Если нарисовать все пальцы буквально прямыми, то картинка будет выглядеть слишком схематично, как чертеж. Небольшое закругление формы пальцев создает впечатление в пластичности формы, и это хорошо. 4 верхних пальца имеют свойство немного загибаться к центру. Пальцы с левой стороны обычно загибаются вправо. Пальцы справа обычно смотрят налево. В таком ракурсе, как я сейчас рисую, мизинец склонился вправо, и каждый следующий из 4 пальцев постепенно распрямляется. Указательный палец прямой. Так задумано. Теперь я откладываю линер в сторону и беру в руки простой карандаш. Карандашом буду рисовать тени, полутона. Контурный рисунок линером можно сочетать с карандашной штриховкой. У линера глубокий черный тон, в то время как карандаш ближе к серому, простой графитный карандаш. Для полутонов карандашная штриховка, почему бы и нет. Продлеваю 3 горизонтальные линии и делаю разметку лодочку для второго рисунка. Это будет та же рука, вид с другой стороны. Вместо средней линии разметки я поставил точку, которая делит вертикальный отрезок пополам. Но это суть то же самое, хотя линия была бы более наглядна. В прошлом видео я начинал разметку с 2 квадратов и врисовывал лодочку в квадраты. Если вы начинающий художник и не уверены, какая должна быть ширина кисти, то квадратная разметка по периметру не помешает.
Можно ограничиться минимальной разметкой, например, 3 линиями. Можно обойтись на рисунке вообще без разметки, но главное, что разметка должна быть в уме. Еще раз обращаю внимание на две дуги возле средней линии разметки. Одна дуга – это пястно-фаланговые суставы, так называемые костяшки. На этом рисунке пальцы прямые и костяшки еле просматриваются. Стоит немного согнуть пальцы, сразу костяшки выходят вперед. Но даже если костяшек не видно, то нужно четко понимать, где они находятся для правильного построения рисунка. Вторая дуга – это перепонки между пальцами. Особенно классные перепонки у водоплавающих. Например, у бобров. У людей между пальцами тоже есть перепонки. Если рисовать кисть с сомкнутыми пальцами, то лодочка имеет другую форму. При этом форма разметки пальцев может меняться сколько угодно. Разметка пястной части всегда будет стабильная. Пястная часть – это нижняя на рисунке. Не обязательно рисовать лодочку. Представим себе, что пястье – это такая платформа, к которой прикреплены пальцы на руке. Рисунок кисти можно начинать от платформы, перерисовывая к платформе пальцы. В анатомическом конструктивном рисунке платформы кисти руки – это пястье, блок из 4 пястных костей. Пятая пястная кость подвижная, она пририсовывается к платформе сбоку, схематично треугольником. На рисунке кисти с тыльной стороны платформой будет пястье-запястье. Это пястные кости и запястный сустав. В зависимости от манеры рисунка можно рисовать в качестве платформы круг, овал или квадрат. Для прорисовки ногтей и разных мелких складочек можно взять линер потоньше. В начале видео был линер шириной 0,3 мм. Сейчас у меня в руке линер 0,1 мм. Тем временем вторая рука почти готова. Когда я рисовал под видеозапись, чтобы не томить зрителя долгим построением рисунка, я торопился. Карандашную разметку делал на скорую руку и не особо сравнивал первый рисунок со вторым. В результате кисть слева вышла заметно крупнее, чем та, что справа. Но это не страшно. Главное, что нарисовал по быстрой разметке две реалистичные руки с первой линии. В рисунке есть мелкие недочеты, критических ошибок, кажется, нету. Дорисовываю полутона и послушаем, как по бумаге шуршит карандаш.